Привет! За кадром Ларри, и этот выпуск будет посвящен киборгам, а вернее одному из самых симпатичных. И я сейчас не про Арнольда Шварценеггера. Да, очень смешно. Речь пойдет о главной героине серии манги и аниме за авторством Масамуне Сиро «Призрак в доспехах» Матока Кусанаги. В 6 лет она попадает в авиакатастрофу, в которой теряет родителей память и вдобавок впадает в кому на 2 года, по прошествии которых становится ясно, что она умрет без полной кибернетизации тела. В итоге девочке делают трансплантацию мозга в искусственную оболочку, и она одной из первых становится практически стопроцентным киборгом, имея из человеческих органов головной мозг и часть позвоночника со спинным мозгом. Помимо обеспечения жизнедеятельности, кибертело позволило расширить функциональность ее человеческого мозга, превратив его в суперкомпьютер. Давно забыв свое истинное имя, Матока Кусанаги, а именно такой псевдоним взяла себе девушка на протяжении жизни, научилась управлять своим искусственным телом в совершенстве, что сделало ее первоклассным оружием. Отсюда и фамилия Кусанаги, то есть поражающий меч. Отмечая выдающиеся способности Матока в военном искусстве, почти все обращаются к ней не иначе, как майор. Об этом говорит Сайта в серии Poker Face. В сериале она несколько раз предстает в военной парадной форме 3-го класса сухопутных сил, а знаки отличия на погонах действительно соответствуют званию майор. После окончания военной карьеры она перешла в МВД, где был создан специальный отдел по борьбе с терроризмом и компьютерной преступностью. Благодаря своему усовершенствованному мозгу она может буквально нырять в компьютерные сети, а высокопрочное тело весом в 2 центнера с титановым скелетом делает майора крепким бойцом, наделенным внушительной физической силой. Кусанаги неплохо владеет тэквондо, прекрасно стреляет и к тому же является первоклассным хакером. При всем этом никакой возможности покинуть 9-й отдел у нее нет. Она стала заложником собственного тела, которое теперь принадлежит государству, о чем становится известно из ее разговора с Бато на борту катера в первом фильме Мамору Осии. Но наши тела и призраки – это собственность 9-го отдела. Верно. Если мы захотим уйти, нам придется вернуть и усовершенствованный мозг и кибертело. После этого мало что останется. Несмотря на совершенное кибернетическое тело, ее иногда преследуют воспоминания детства. Например, как она, не привыкнув еще к новой оболочке и не рассчитав силы, нечаянно сломала куклу, сжав ее в кулаке. Кусанаги весьма тяжело перенесла привыкание к кибернетическому телу в детстве и ввиду этого переживает за других детей с кибертелами. Сама Матока хранит свои прежние тела, с помощью которых порой наблюдает за сотрудниками отдела или же скрывается, если на то есть причины. В зависимости от ситуации у нее были разные доспехи, но она предпочитает женские тела. По сюжету фильма 1995 года Матока расследует дело Project 2501 Puppet Master, чье тело было построено на той же фабрике, что и ее, начала сомневаться, действительно ли ее душа или, как их называют в фильме, призрак являются человеческими. Иногда мне кажется, что я совсем не та, кем себя считаю, что, возможно, я умерла давным-давно, а кто-то взял мой мозг и поместил в это тело, а может, меня вообще не существовало, и я целиком синтетическая. А в первом сезоне сериала «Синдром одиночки» пуля снайпера попадает ей в голову, уничтожив, как нам сперва кажется, мозг без возможности перезаписать призрак на другой носитель. Однако позже нам рассказывают, что это тело управлялось дистанционно, чему способствовал смеющийся человек, основной антагонист сезона. Также Матока не раз синхронизировала свою память с чужой, получая новый жизненный опыт. В итоге мы получаем неоднозначного персонажа, который, перенеся опыт по смерти, продолжает задаваться вопросом о реальности своей души. Но это если верить хронологии повествования сериалов и фильмов и не думать о том, что все это сценарный косяк. Дизайн Матока меняется от первого полнометражного аниме к последнему и проходит через 3 режиссеров: Мамору Осии, создавшего полнометражки «Призрак в доспехах» и «Призрак в доспехах 2» с подзаголовком «Невинность», Кензи Камияма, за авторством которого все сезоны «Синдрома одиночки», включая последний 2045, и полнометражку «Solid State Society». Третьим режиссерское кресло занимал Кадзютика Киса с неоднозначными овашками Рай с одноименным сериалом
сериалом с подзаголовком «Новая архитектура» и полнометражкой «Призрак в доспехах. Новый фильм». И я не стану включать в список вариант Матока, сыгранный Скарлетт Йоханссон, потому что веду речь именно про нарисованную. В манге же Матока была даже блондинкой, совершенно отличающейся от той внешности, к которой мы привыкли. А у меня на этом все. Я надеюсь, что вам было интересно. Ставьте лайк за старание и пишите в комментариях, стоит ли продолжать подобную рубрику с рассказами о персонажах из аниме и не только. И о каком персонаже хотели бы выпуск вы. До новых встреч, пока!